Привет, Тэхён и Чингук, Арми. Сегодня мы вернулись с историей, которая, честно говоря, слишком мила, чтобы ее игнорировать, слишком загадочна, чтобы быть совпадением, и слишком закодирована Тэгуком, чтобы о ней не говорить. Потому что вчера вечером что-то произошло. Что-то, что заставило весь фандом перестать печатать, затаить дыхание, уставиться на экран и сказать «ни за что». Тэхён внезапно вышел в прямой эфир, и атмосфера была такой расслабленной. Свет был приглушен, его голос был мягким, выражение лица спокойным, а потом, без предупреждения, он начал говорить: «Я влюбился в тебя с первого взгляда. Я не могу видеть никого, кроме тебя. Я скучаю по тебе. Я буду хорошо к тебе относиться». Эти слова звучали как строчка из романтической драмы. Романтичные, личные, интимные. Такие слова, которые Тэхён обычно не говорит, если только он что-то не чувствует. И волну произвели не только слова, но и то, как он их произнес. Медленно, нежно. Как будто он говорил с человеком, а не с тысячами зрителей. Когда Тэхён произнес эти романтические слова, фандом внезапно осознал: Чингук направлялся в Париж. Да, Париж. Город любви. Город, где начинается множество романтических историй или воссоединяется. И время. Слишком кинематографично. Кто-то говорит «любовь», кто-то другой отправляется в самый романтичный город на свете. Фандом тут же спрашивает: «Привет?» Это совпадение. Но вот что взорвало всю временную шкалу: вскоре после прямого эфира Тэхёна Чингук опубликовал в своей истории в Instagram песню. Песня «One More Time Malday Project». Одно только название звучит как милый, но болезненный ответ. One More Time. Еще один раз. Еще один шанс. Еще одна встреча. Как будто кто-то говорит: если ты скучаешь по мне, я тоже хочу тебя увидеть. Еще один раз. А если послушать мелодию, она романтичная, мягкая и немного ностальгическая. Песня подходит словам Тэхёна слишком хорошо. И вот тут-то все становится интересным. Потому что после того, как Тэхён сказал эти романтические слова, многие армии начали собирать воедино маленькие кусочки, которые появились почти одновременно. Ничего явного, но именно это делает все еще более загадочным. Некоторые начали говорить, что прямой эфир Тэхёна в тот вечер звучал как сообщение. Сообщение, не отправленное в чате, не написанное в подписи, а тихо произнесенное перед тысячами людей. Как будто он надеялся, что кто-то далеко сможет услышать его или хотя бы почувствовать. И в то же время Чингук был в тысячах километров в воздухе на пути в Париж. Город, известный как город любви, город, часто являющийся местом встречи людей, которые тайно скучают друг по другу. Расстояние между Сеулом и Парижем, казалось, исчезло, когда слова «я скучаю по тебе» слетели с губ Тэхёна. Затем наступил момент, который сделал все еще более связанным. Чингук опубликовал песню «One More Time» в своей истории в Instagram. Его мягкая мелодия, задумчивый текст и название, казалось, намеренно или нет, усиливали атмосферу, созданную Тэхёном. И постепенно начала формироваться мысль, что, если слова Тэхёна были не просто милым диалогом для живого выступления? Что, если они были выражением тоски, направленной на того, кто сейчас далеко? Что, если пост Чингука был простым ответом, ведь иногда песни гораздо честнее слов? Армии начали замечать повторяющуюся закономерность. Каждый раз, когда один из них что-то выражал, другой внезапно публиковал что-то с тем же чувством. Без имен. Без прямого адреса. Но атмосфера была той же. Синхронизированной. Параллельной. Как два человека, живущие разными жизнями, но чувствующие на одной волне. И в тот вечер каждая мелочь, слова Тэхёна, поездка в Париж, песни Чингука, ощущалась как переплетенная история. Не доказательство. Не уверенность. Но достаточно, чтобы заставить всех тихо спросить: это действительно совпадение?
И вот самый драматичный момент. Некоторые фанаты предположили, что Париж – это не просто место для работы или отдыха. Он давно стал важной частью жизни Текука. Некоторые из самых знаковых моментов Текука произошли за границей. И когда Чингук поехал в Париж, и Тэхён сказал: «Я скучаю по тебе», фандом закричал: «Какого хрена?». В конце концов, мы так и не узнали, кому на самом деле предназначались эти слова, или почему Чингук выбрал именно эту песню сразу после них. Но ясно одно: им не нужно было выступать на одном концерте, чтобы мир почувствовал связь. Было ли это совпадением или чувством, известным только им двоим, все сводилось к одному вопросу, который преследовал фандом годами: связаны ли они? И, как всегда, ответ так и не был дан напрямую. Но с каждым мгновением эта связь ощущалась все более живой. В конце концов, тот вечер был не только из-за концерта Тэхёна. Речь шла об атмосфере, приглушенном свете и словах, которые были слишком мягкими, слишком искренними, чтобы быть просто фан-сервисом. В каждом его слове чувствовалась легкая дрожь, теплота, которую он не скрывал, как будто он говорил с одним человеком, а не с тысячей глаз. И по мере того, как слова лились рекой: «Я влюбился в тебя с первого взгляда, я скучаю по тебе», фандом начал чувствовать что-то необъяснимое. Не доказательство, не прямое заявление, а чувство. Чувство настолько сильное, что казалось, будто Тэхён выражает свои эмоции, не называя никого по имени. И мы возвращаемся к моменту, который делал все похожим на сцену из фильма. Чингук в это же время направлялся в Париж. Париж – город любви. Город встреч. Город, который часто порождал романтические истории, сам того не желая. Город, который, казалось, навсегда отпечатался в ленте времени Тэхёна. И когда Тэхён закончил говорить эти нежные слова, Чингук ответил молча музыкой. Еще раз. Песня, которая звучала как нежный ответ. Ответ, который не нуждался в длинных предложениях. «Я слышу тебя. Я чувствую тебя». Сообщение, которое мог понять только тот, кто знает, каково это – скучать по кому-то в тишине. Когда эти два момента случились почти одновременно, прямой эфир Тэхёна и история Чингука в Инстаграме, все вдруг стало на свое место, выстроилась синхронизированная сюжетная линия. Ничего откровенного. Никаких признаний. Но эта синхронизация была слишком естественной, чтобы ее игнорировать. Словно два сердца, говорящие за кулисами, каждое по-своему. И вот тут-то и возникла драма. Из их молчания, из огромных расстояний, из сообщений, которые никогда не были по-настоящему честными. Каждое маленькое действие, каждое слово, каждая песня стали частью пазла. Пазла, который фандом пытался собрать годами, хотя, возможно, только они двое знали ответ. И, возможно, именно это сделало тот вечер таким теплым, потому что за всей этой загадкой, всеми совпадениями и всеми подозрительными синхронностями скрывалось что-то живое. Что-то романтическое. Что-то, что заставило нас поверить, что некоторым отношениям не нужно объявлять миру, чтобы они казались реальными. Они просто существуют. И каким-то образом они все еще связаны. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы увидеть больше интересных обсуждений. И как всегда, увидимся в следующей теории. Берегите себя, будьте нежными и продолжайте верить в маленькие чудеса, которые могут творить только Тэхён и Чингук.